Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно это видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сегодня видео начинаю с цветового квеста «Города». Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной, и ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. В этот раз у нас 27-я страничка. Здесь давайте посмотрим, что тут. Что тут у нас? Это вот эта иллюстрация. Это Исландия. Я подобрала, как водится, уже фломастеры и немножко сделала контур для того, чтобы пораскрашивать вместе с вами на камеру. У меня здесь фломастеры в данном случае Bruno Visconti Happy Color, потом Carioca Joy, Ашан каждый день, потом Икея, Штабила Power, Big Kids. Вот это. Единственное, что вообще по цветам вот эти голубые оттенки Штабила, по идее, я сначала подобрала 10 номер, под 10 номер, но потом решила поменять с 11. Да, конечно, идет от темного к светлому, да, и вроде бы не стоит все это дело менять местами, но я подумала, что, знаете, пиксельные иллюстрации и шедевры здесь ожидать в любом случае не стоит, а хоть какой-то аккуратности хочется. Сами по себе все фломастеры очень хорошие, ну, достаточно нормальные, по крайней мере, да. Но 11 номер, здесь вот очень большое пространство, а как вы знаете, у Штабила Power толстый пишущий узел, да, как бы он, мне кажется, чуть-чуть потоньше, чем у икеевских, но Штабила ложатся гораздо лучше, гораздо ровнее, поэтому я решила, что пусть лучше так. Ну и сейчас я с вами пораскрашиваю на камеру, потом я пойду заберу один свой канцелярский заказик в ближайший магазин, принесу, мы вместе с вами распакуем, посмотрим, что я там заказала, и, конечно же, испробуем. Ну что ж, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Да, я прошу прощения, что здесь у меня вот лежат карандаши, и вот здесь вот все вот так вот. Просто я вчера очень спешила, сегодня я еще подвисла с фоном у Ханны Карлсон в «Дневных грезах», что я показывала в предыдущем видео, потому что как получилась иллюстрация, мне нравится, я боюсь испортить. Но суть в том, что фон там обязательно нужен. Но я не знаю, то ли его делать ярче, то ли его делать тоже в пастельных тонах, и как именно, будь это гуашь, вот это пастельная Эрих Краузе, или может быть взять сухую пастель. То есть я пока не определилась, и в принципе у меня тут и карандаши лежат. Ну что, давайте приступим. Начну я, пожалуй, не с номера 1, а сразу вот с таких больших фрагментов, потому что все равно у меня сейчас не очень много времени, и дел очень много, поэтому хоть чтобы как-то выглядело тут побольше раскрашено. Так странно, только сказала, что здесь, в общем, у меня такое чувство, что эта бумага прям реально сюрпризы всегда преподносит. Ну, так оно и есть. Что-то не то. Ну, да. А вот этот хорошо здесь ложится. Очень странно. Никогда не угадаешь. Вот у меня здесь никогда не бывает ничего гладко. Ну, зато сейчас сразу попробую разные тут фломастеры. Ну, вот этот неплохо. Лень меня раскраску крутить, потому что тут все набросано у меня. Поэтому делаю такие длинные штрихи не спеша. Ну, чтобы было аккуратно и не приходилось как бы крутить. Ну вот, пожалуй, Икея лучше всего сейчас
на этой страничке ложатся. А вот этот вот, казалось бы, красный взяла Бруно Висконти, хорошо пошел, а оранжевый уже не пошел. Но это скорее уже всего от пишущего узла зависит, наверное. Но в плане штабила точно не от пишущего узла, потому что я тем фломастером уже раскрашивала, все хорошо было. Сейчас тут тоже закрашу. Черный. Черный неплохо тут ложится. Это Кырёка Джой. Ладно, главное начать и потом успешно не забыть отнести на кухню. Тогда прям идеально пойдет быстро. Я уже сходила и получила посылку. Заказывала на AliExpress. Сейчас покажу, что именно заказала. Дело в том, что я уже рассказывала, что давно не делала заказов на AliExpress. И вот после долгого перерыва я заказала только брутфунеры 120 штук, потому что была выгодная цена, и мне вообще было интересно, потому что они же еще и квадратные. Вот. Но потом так получилось, что мне кое-что нужно было еще и из одежды, и именно это я не могла найти как бы ни на Wildberries, ни на Озон и тому подобном. Вот, а переплачивать и опять же рыскать по разным магазинам мне не хотелось, а на AliExpress и, в общем-то, на других сайтах много всего интересного в целом. Ну, и я хотела там получить купон, ну, сегодня-завтра уже он у меня будет. Поэтому, ну, чтобы там получить побольше баллов и так далее, нужно было сделать какую-нибудь покупку. Там, по-моему, задание было на 200, что ли, рублей. Ну, как-то так, короче. И я, значит, ну, думала, что купить, но из одежды или там еще из каких-то вещей мне ничего не приглянулось, поэтому я решила по своему хобби сделать заказ. Так что давайте сейчас откроем. Я просто то, что я заказала, в теории я давно хотела попробовать, потому что хоть я заказы не делала, но, безусловно, иногда туда заглядывала. И они... Сейчас. Ну, в общем, это карандаши, как уже можно видеть, коробочку. Вот. Сейчас, минуточку, я сделаю фотку. Вот. Просто я, понятное дело, записываю видео, но еще и хочется снять для отзыва. Так. В общем, вот такие вот карандаши. Они выскакивали наравне с брутфунерами. Я не знаю, может, кто-то уже их и показывал. Я просто, бывает, знаете, так, что включаю видео, беру беспроводные наушники, иду, делаю свои дела и даже не смотрю в экран, просто слушаю. Перед этим там поставлю лайк, ну и все такое, короче. Вот. И я давно думала взять себе на пробу 12 штук. Ну, что-то то одно, то другое. А здесь получилось, когда я заказывала, там еще монеты списались. И 24 цвета выходили, ну, дороже, чем 12 цветов, ну, рублей на 50. То есть, ну, вы понимаете, да, разница невелика. Они еще, кстати, заявлены как масляные. Ну, я насчет этого не разбираюсь, но попробовать хочется. Так, сейчас откроем. Они, видите, вот так вот не до конца были, в общем-то, закрыты. Многие жаловались, что карандаши приходят поломанные. Вот. Ну, я так смотрю, у меня вроде поломанных карандашей вроде как нет. Ну и потом после многочисленных жалоб там вроде сейчас уже у всех все нормально. Так, ну, карандаши стандартной формы, самые обычные с виду. Написано, что Color Pencils Joseph Hartmut или как-то так. Сейчас я возьму блокнот для выкраски.
Ну и, наверное, надо обычный листик даже для начала взять. Вот. Ну, давайте посмотрим, что за карандаши. С чего начнем? Давайте с желтого начнем. Сейчас я все это отодвину. Ну, по идее, это бледный цвет, я еще не въехала. Есть же здесь поярче. Ну, кстати говоря, сейчас еще посмотрим. Такое у меня неоднозначное о них. Пока сразу первое мнение. Пока когда я попробовала первый карандаш, мне хотелось сказать, что это прям плохо-плохо. Потом вроде бы как, вот после такого светлого карандаша. Нет, ну, во-первых, они все-таки, я так думаю, восковые, никак не масляные. Это 100%. Но я как-то на них, когда смотрела, мне и казалось, что они явно не масляные. Почему-то вот у меня такое впечатление складывалось. Ну а сейчас мы обязательно либо в этом видео, либо в следующем, я постараюсь в этом, начнем что-нибудь раскрашивать. Конечно же, я сделаю нормальную выкраску. Ну, в общем, это просто вот обычные карандаши, нормальные, скажем так. Ну вот если, скажем, брутфунеры за 1080 рублей, они мне вообще, по сути, теперь бесплатно обошлись уже, можно сказать. То есть изначально я говорила, что они мне обошлись 80 рублей, но по факту я сейчас уже так понимаю, гораздо дешевле. Ну так вот, например, те карандаши даже похожи немножко на масляные. И для своей цены это, конечно, бомба. А у этих мне все-таки кажется ценник завышенный. Потому что если сравнивать их с фикс-прайсовскими карандашами, да, 36 цветов, да, которые стоят гораздо дешевле, ну, там качество лучше. Эти не жесткие, они такие мягкие, в принципе. Но если, например, брутфунерами или фиксовскими карандашами вообще можно не нажимать, то здесь я, конечно, усилий-то не прилагаю. Но нет, ну какие-то более жесткие, какие-то более мягкие. Но они самые обычные. Наверное, знаете, почему? Вот поэтому я так их как бы долго не заказывала, ждала какого-то удобного момента, потому что в данном случае мне это было реально выгодно, так как по купону я смогу приобрести, например, спортивный костюм, тот, что я хотела, и по выгодной цене. Поэтому в целом эта покупка хорошая. Вот. Но если говорить вот свои даже сейчас уже впечатления, могла бы я вам их посоветовать или нет, я скажу, что нет. Потому что карандаши такого качества, ну, я не знаю. Они неплохие. Но когда там на них такие отзывы, что они прям мега крутые, вы знаете, наверное, люди просто не видели в принципе хороших карандашей, скорее всего. И, может быть, у людей даже в городе фикс-прайса нет. Поэтому так все там их хвалят. Потому что претензии у людей
в основном к тому, что поломанные приходят. Ну, белый он. Я не знаю, как бы. Что белый здесь делает? Вот что про него можно сказать, что он делает? Выбеливать не выбеливает. Как блендер работать? Да я бы тоже не сказала. Цвет он не растягивается. И вот, собственно, видно, что, ну, как бы, такое себе. Упаковка, конечно, миленькая, все дела. Китай. Ну, правда, где-то я там видела, какой-то другой город-то указан. Страна, точнее. Короче, ерунда это полнейшая. Не знаю, если бы у меня никаких еще не было карандашей, ну, я бы сказала, пользоваться можно. Но вот если бы в самом начале, знаете, в самом начале, когда я только начинала раскрашивать, это был где-то 15-й год, у меня вот тут на столе стояли карандаши из Фикса, которые были просто куплены, ну, я не раскрашивала на тот момент, они были просто куплены, потому что тогда все было по 36 рублей. Я это уже рассказывала. И пользоваться им было абсолютно нельзя, потому что на них надо было нажимать. Они были жесткие и ужасные. И вот если бы на тот момент я бы заказала себе такие карандаши, я бы, конечно, сказала, ну, классно. Ну, потому что действительно классно по сравнению с теми-то. Но сейчас, попробовав вот разные, да, карандаши абсолютно, и я уже много раз говорила, что я не делю на дешевые, я не делю на дорогие, как иногда бывает, девочки прям говорят, что дешевые, там, фу-фу и так далее. Нет, я люблю как из фикс-прайса карандаши, и из Ашана 50 цветов, и вы знаете, что я активно ими пользуюсь, также мне нравятся и призмы, и дервенты, и там вот брутфунеры. Это все приличные карандаши, просто они все разные, для разной бумаги, для разных целей. А вот это, ну, это посредственность. У меня, знаете, за все время были вот такого рода карандаши. Ну, вот если, кстати, сравнивать этот Faber-Castell замок, ну, вот такие же чувства вызывают. Что вот это ерунда, что Faber-Castell замок ерунда. Хотя, наверное, это еще более ерундовые. Но я, кстати, да, я что-то на них так посмотрела, они мне их напомнили, и я думаю, ну, наверное, путного из этого ничего не будет. И хорошо, что я еще... Там была выгодная цена, хорошо, что я себя сдержала и ограничилась вот 24 цвета. Ну, в принципе, буду их, наверное, использовать в раскрасках по номерам, там, например, в «Звездных войнах», может быть. Потому что я как раз-таки пустила уже Faber-Castell туда. Ну, не жалко как бы. И в тот же момент иллюстрация получается хорошая. Вот. Но мы сейчас, знаете, возьмем какую-нибудь как бы раскраску. Я, кстати, за доставку поставлю хороший отзыв, потому что я заказывала 2 числа, да, сейчас у нас 5 число. В общем-то, доставили быстро. Но это, в общем-то, по-моему, из России доставляли как раз, потому что брутфунеры точно не из России. Вот, так что мы сейчас с вами раскрасим что-нибудь, попробуем. Я вот только сейчас я отключу камеру, уберу вот это вот. Так, уже один упал, ну, как бы это ладно, без разницы. Сейчас вот это все уберу. В общем, по-моему, я отвлеклась, не договорила, что напишу отзыв как есть. За доставку, конечно, поставлю хорошую оценку, а за все остальное, во-первых, за вранье, что это масляные карандаши. Меня-то это не расстроило, потому что я как бы к этому была готова. Вот. А как бы в целом за вранье снижу оценку, за завышенную цену по факту, потому что, ну, не могут они столько стоить, тем более
Вот. Ладно, взяла я вот эту арт-йогу, ну, вы знаете, что я очень люблю эти выпуски, и раньше очень много красила, а сейчас как-то, я не знаю почему, как-то подзабыла, потом иной раз вспоминаешь. Ну вот я взяла за 18 год, 5 номер, октябрь-ноябрь, как раз-таки в тему. И сейчас что-нибудь мы здесь найдем и начнем раскрашивать. Ну, я потом, естественно, доделаю. Сейчас уж я выберу что-нибудь такое. Ну, чтобы с удовольствием уж раскрасить. Вот, может быть, вот это. Да, вот это я когда-то было дело бросила. Не стала раскрашивать. Ну, тогда такое у меня еще было возможно. Сейчас-то я уж все докрашиваю в целом. Вот, и будет повод, видите, вернуться. Извините сейчас, кому я там понадобилось там. Вот. Сейчас что-нибудь такое найдем. Вот я думаю, может быть, продолжить что-то здесь красить. Или же все-таки вот это раскрасить. Да нет, давайте вот это. Я, правда, еще заодно и карандаши убрала. Вот, пожалуй, из всего только солидная коробка. Ну, она такая, знаете, все-таки стильная, и картон у нее довольно-таки такой плотненький. То есть она не развалится. Ну и определимся с цветом. За кадром я уже один элемент раскрасила, подобрав цвета. Ну, у меня просто, поскольку новые карандаши, и они же еще не самые лучшие, явно, то надо было хоть чуть-чуть привыкнуть, понять, в какой последовательности чего красить. Ну вот, что могу сказать. Наслаивать здесь не получится. Вот первый слой как-то ложится еще нормально, да, ну, там переходы какие-то, то второй слой, там уже все начинает скатываться. Очень как-то некрасиво, мне не нравится, как это выглядит. И еще такой момент, что вот розовый цвет, вот самый светлый, он достаточно редкий и нужный, он такой нежный балетный оттенок. Все же остальные цвета, они не только посредственные какие-то, они грязные, вот как вот действительно, ну, вот самые-самые какие-то примитивные карандаши. Кроме розового, вот этого, по сути, действительно дельных оттенков тут нет. Не, ну понятно, что тут еще, например, вот есть голубой и синий. А больше тут нет ничего к синему относящегося, по сути. Это очень странная палитра, а все вот эти розовые, красные, это прям в грязь уходит. Это все прям уходит в грязь. Так, ну с этим вообще какая-то беда. Не знаю, доделывать будет очень сложно. Надо было, наверное, ту иллюстрацию, где несколько отдельных элементов, что там, слоники и прочее, что раскрасила уже все. А здесь все-таки придется ее заканчивать. А вот уже понимаю, что рука не будет тянуться к этим карандашам. Ну, нехорошие они. В общем, как-то так. В принципе, вот именно, если так смотреть по цветам, как в общем-то просто раскрашено, оно миленько. И понятно, что я заставлю себя это доделать, все дораскрашивать, но вот они будут как и в эти замок Faber-Castell, так и эти будут лежать, потому что, ну вот как-то так, не располагает. Ну, это, я думаю, так бывает у всех, то есть
любого блогера смотришь и видишь, какие карандаши чаще всего используются, да, какие показал и забыл. И у меня такая же ситуация, то есть вы видите, что я из видео в видео беру примерно одно и то же, когда что-то новое появляется, тестирую, что-то остается, что-то уходит как бы на полочку, ну и вот это будет то же самое. Ну и в принципе, повторюсь, я не сильно расстраиваюсь, да и вообще не расстраиваюсь, просто потому что наконец-то я попробовала, сняла для себя этот вопрос. Больше я уже, увидев такие в предложенном товары, я уже не захочу все это, да, буду смотреть и понимать, что, ну, я уже попробовала, в коллекции есть, и как бы все. Ну, в общем, что можно сказать? Ну, а ложатся они, ну вот, посмотрите, особенно на большом пространстве. Это что? Ну, конечно, я пройдусь здесь блендером, сплендером, салфеткой, чем-нибудь таким. Все это, конечно, доделается, доработается. Но вот, опять же, повторюсь, что, например, вот эти брутфунеры, когда ими раскрашиваешь, ими прям хочется красить и красить. Фикс-прайсовскими тоже, ашановскими тоже. Но полихромосами тоже, в принципе. Ну, как бы, возможно, не могу сказать, что я прям обожаю полихромосы, но я очень к ним уважительно, хорошо отношусь. Ну вот, да. Ладно, я сейчас пойду сначала по таким бытовым делам в магазин, а потом я поеду за кое-чем еще творческим. И в следующем видео, ну, я постараюсь сегодня съездить, а значит, в следующем видео я вам, надеюсь, покажу что-нибудь еще интересненькое, творческое, хорошее. Но тут уже будет точно хорошее. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.